Конец июля. В Одессе жара продолжается. Не такая, как была пару дней назад, но все же она остается. И люди продолжают все больше и больше приезжать в зеленые оазисы города. Всем привет! С вами Виктория и Ирина. И сегодня мы с вами прогуляемся по очень интересному Одесскому парку. А именно по какому, сейчас мы с вами увидим. Приехали в самый большой парк города Одессы, а именно в центральный парк отдыха и культуры имени Тараса Шевченко. Интересно, здесь на входе в парк сделали вот такие лавочки в форме книг Тараса Шевченко. Интересная идея, которая украшает этот парк. Парк Шевченко действительно очень большой и занимает площадь около 40 гектар. И здесь вы точно найдете место, где вам прогуляться. По многочисленным вашим просьбам, вы нам так часто писали: девочки, ну снимите парк Шевченко, снимите парк Шевченко. Мы наконец-то вместе с вами сюда доехали. Парк Шевченко славится тем, что здесь есть знаменитый в Одессе Черноморец. Сегодня мы к нему не пойдем, потому что мы приехали сюда по другому поводу. В парке большое количество различных аттракционов. Мы пойдем в сторону лунопарка и вам их покажем. Голодными вы здесь тоже не останетесь. Вот, элементарно можно съесть хот-доги, начиная с самого обычного по 70 гривен, сулугуни по 100 гривен. В такую жару можно выпить различные вкусные напитки, мохито 100 гривен. О, еще с разными вкусами. Вот кто-то уже стоит в очереди, чтобы перекусить или выпить что-то прохладненькое. Вроде бы сейчас мы гуляем с вами в парке недалеко от моря, почти в центрі города Одеси. І за нами такі от реалії сьогодення, де написано «Україна – це ми» на фоне танковых ежей. Сейчас очень много слышно украинской речи. Мы понимаем, что в городе очень много туристов. И со Львова, и с Киева, и с Полтавы. Это, конечно, радует, что разные регионы Украины поддерживают друг друга внутренним туризмом в такое сложное для нас и для нашей страны время. Ну и плюс много одесситов переходят на украинский язык. А смотрите, вот здесь интересная такая штука, на которой написано слово «Украина» на разных языках мира. Прикольно. Вот так, когда в стране война, одним из символов, скорее всего, что можно сказать, является противотанковый еж, вот на котором даже нарисованы корабли. Здесь огромное количество различных напитков. Вот в такую жару то, что нужно. И напитки здесь есть не только для людей. Посмотрите, здесь переживают и за животных, и для них налита в мисочке водичка. Хоть и говорят, что парки — это зеленые оазисы города, вот мы приехали в зеленый оазис, но здесь тоже очень и очень жарко. Правда, здесь есть такой нюансик. Все туристы, очень многие, по крайней мере, проходят мимо в купальниках. И ты понимаешь, что рядом море. Сегодня немножко ветер, да, здесь парк, мы гуляем в парке, который находится возле моря, поэтому чувствуется немного морская прохлада. Морской одесский бриз, черноморский. Есть в парке очень красивый фонтан. К сожалению, мы к нему подошли, а он не работает. Не знаем, либо он совсем сейчас не работает, либо здесь какой-то перерыв. Одна ворона нашла для себя место, где можно попить немного воды. А вон присоединилась вторая. Парк находится, как мы сказали, уже возле Ланжерона, возле моря, но, наверное, из-за того, что все равно жарко на улице, людей в нем практически нет. Раньше в парке Шевченко гуляло огромное количество людей с собаками, с колясками, а сейчас что-то совсем никого нету. Возможно, люди будут дальше. Нет, просто, скорее всего, все на море. Вот здесь на остановке видно огромное количество людей, которые уже были на пляже, а теперь все возвращаются по домам.
Подошли ближе к морю, и сразу чувствуется, что сейчас лето, музыка, люди в купальниках возвращаются с пляжа, потому что уже вечер. Кто-то играет на гитаре для того, чтобы создавать такую летнюю атмосферу. Все равно, как для выходных, сейчас мало здесь людей. Хотя говорят, что в Одессе сейчас очень большое количество туристов. Смотрите, парковка вся занята возле Ланжерона. Люди на пляже, либо в ресторане с видом на море. Поскольку сейчас вечер, то самым интересным местом в парке Шевченко является лунопарк. Вот туда сейчас мы с вами и пойдем. Приближаемся к лунопарку. Так, здесь хай-парк какой-то с расценками. Вот, это больше, наверное, для детей. У парка есть туалет. Интересно, платный он или без... Ага, платный. Стоимость туалета 10 гривен. Это, кстати, важно знать. Так, а мы идем дальше. Девушка обнимает гуся. Купили гуся. Девушка счастлива. Здесь можно выпить кофе и тоже съесть хот-дог. На видео можно увидеть цены. Много различных киосков. Сразу видно, что туристическое место. Да, Ирина? Да. Ирина уже еле идет, на самом деле так жарко, что у нее уже колет сердце, и мы уже разнервничались. Надеемся, нас будет хорошо слышно. У нас возникла проблема, у нас перестал работать микрофон, а новый мы еще не купили. Идем смотреть, какие здесь есть аттракционы. Нам все машут. И, кстати, нас уже очень хорошо узнают на улицах города. Люди нам пошли в комнату страха. Зачем она им, если у нас у каждого в квартире своя комната страха через ночь? Здесь можно купить и различные сувениры. Света в городе нету, поэтому здесь работает генератор. Итак, Одесский лунопарк. Вот мы подошли к его входу. И здесь видно самую его большую достопримечательность – это колесо обозрения. Какая у девочки огромная сладкая вата. Сколько стоит такая вата? 100 гривен. 100 гривен. Такая вата стоит 100 гривен, но выглядит эффектно. А сплошные сильные мужчины у нас. Территорию лунопарка мы посещали с Ириной достаточно давно. С того момента, конечно, многое изменилось, но мы никогда даже не представляли, что сейчас, несмотря на то, что у людей и так большой выброс адреналина, все равно в лунопарке большие очереди и действительно много людей, и взрослых, и детей. И видно, что каждый здесь находит занятия по душе. Кто-то катается на аттракционах, кто-то ест сладкую вату, кто-то пьет какие-то вкусные напитки. Здесь точно никто не скучает. Одесса многонациональный город, и это можно видеть по одежде ее жителей. Ну что так кричали? Видите, какая огромная очередь, и это все очередь на колесо обозрения, на чертово колесо, как его еще называют. Оно пользуется популярностью. Видимо, людям все-таки не хватает адреналина, даже несмотря на войну. И сейчас мы посмотрим, сколько стоит на нем покататься. Если
если вы хотите покататься на таком колесе в Одессе, то стоимость билета 150 гривен за 3 полных круга. Как нам сказали, очень. Мы на таких аттракционах не катаемся, потому что стрессов нам в жизни и так хватает, и мы не любим экстрим и не повышаем уровень адреналина в крови. Там действительно достаточно страшно, не каждому нравится. Идет в отель Страху, и я ей сказала, что нужно ей немножко пойти испугаться. Это для тех, кому не хватает адреналина. А на этот аттракцион нам страшно было даже смотреть. Сразу становилось плохо. Не понимаем, как, живя в такое экстремальное время, в таком экстремальном городе, еще приходить за адреналином в такие вот лунопарки и на таких аттракционах. Это жесть. Вот так вот в Одессе по-разному отдыхают одесситы и гости города. Кто-то сидит на лавочке, читает книжку, кто-то гуляет с собачкой, кто-то идет купаться прямо у Черное море, а кто-то делает выброс адреналина в лунопарке. Класс, я бы тоже так поплавала. Класс. Мы вам сегодня коротко показали разные части парка Шевченко, самого большого парка в Одессе. Всех обнимаем, спасибо за просмотр нашего видео. И за то, что всегда остаетесь с нами. Берегите себя и своих близких. И до встречи в следующем видео. Всем хорошего дня. Пока-пока.